Всем привет! На связи Bike Kitchen, велокухня. И сегодня мы вам расскажем про чудесное спасение дисковых тормозов. История такова. Ко мне попал вот этот циклокроссик замечательный. Он был и есть в плохом состоянии, ушатанном. На нем, видимо, много гоняли. Я пошел в Dragon Bike, чтобы мне его осмотрели и предложили, как его починить. Опущу все, что они сказали. Они все говорили правильно. Один момент. Они мне говорят: чувак, у тебя скрипят тормоза дисковые. Это дисковые. У тебя, говорит, скрипят тормоза, потому что, говорит, у тебя и ротор изношен, и колодки уже изношены. Меняй, короче, ротор, колодки, и тогда перестанут скрипеть тормоза. Чтобы вы понимали, как скрипели тормоза. Я просто выходил во двор, проверял, как они тормозят. Слышно было, наверное, на уручье, как у меня. Даже на маленькой скорости. Ехать было невозможно, они слишком скрипели. Что я сделал? По совету умных людей и своим умом. Это история успеха, вы уже поняли, видите, как я улыбаюсь. Короче, я не зря подготовил вот этот набор, смотрите. С помощью вот этого я сделал так, что 15 минут назад на этом самом циклокроссике я выехал, на Золотую Горку, втопил с горы, разогнался, вот вкрутил как мог. Я, конечно, не Пантани, но вкрутил, зажал тормоз, бляха, и он не скрипит. Это история успеха. Если вам интересно, то я сейчас расскажу, как я этого добился, вкратце. Если не интересно, то закрывайте нахрен. Короче, все, что нужно было сделать на самом деле, чтобы они перестали скрипеть, это, во-первых, удалить масло с самих роторов и с колодок каким-то образом. Да и в принципе все. И чуть-чуть зачистить колодку. Значит, колодки здесь выглядят примерно так. Вот я купил, но это, к сожалению, не подходящие колодки, но они выглядят так. Они как такая, вот таким образом они, вот здесь диск, и колодки его вот так вот прижимают. Оп. Так, оп. И вот эти вот две штучки, их достаешь, короче, из тормозов, из калипера этого. Там надо открутить. Короче, достаешь, они вот выглядят вот так. Единственное, что они были, черные и такие, замасы прям твердые. Уже видно, что поверхность там, она не тормозила, она просто скользила, скорее всего. Возможно, это вызвано тем, что на колодки и на роторы попало масло. Возможно. Может, это... Я, честно, не добираюсь. Что я сделал? Во-первых, взял вот эту вот наждачку грубую, зачистил верхний слой. Рекомендуют круговыми, не такими движениями, а круговыми, чтобы не образовывать паттерны. Вот. Далее. Зачистил. Затем я прокалил. Вот у меня есть специальная штука, смотрите. Она дает огонь, ребята. И на плите просто взял плоскогубцами эти штуки, подержал, минуту, я не знаю. Подержал и подготовил металлическую поверхность, выложил, чтобы там не поджечь себе, стол или что-то. Вот, все. С колодками все. С роторами. Плохо видно сейчас. Вот, с роторами я, взял вот такой вот White Spirit. По сути, растворитель просто. Взял тряпку и перчатки. Перчатки взял прорезиненные, чтобы не воняли пальцы. И просто, по кругу максимально протер полностью ротор. Все. Вставил все обратно. Вчера это ночью сделал, уже не было возможности выйти проверять, боялся скрипеть. Сегодня с утреца выхожу, проехал, все четко.
Два вывода. Первый. Специалисты, квалифицированные специалисты в специализированных велосервисах тоже иногда могут давать какие-то поспешные выводы, и им нужно быть аккуратнее в суждениях, потому что им все-таки доверяют больше, чем человеку со стороны, типа меня из Ютуба. Второе. Никто лучше, чем ты сам, тебе не сделает. Только ты, если ты действительно любишь велоспорт и любишь свой байк, только ты сможешь его довести до идеального состояния. Только ты знаешь его историю, ты знаешь всю подноготную, и только ты сам при наличии желания и некоторых умений можешь привести вел в хорошее состояние. Так, с вами был Веломастер, мы на Велокухне. От Мао всем привет.